Друзья, Creality K1, и это скоростной 3D принтер. Очень неплохой 3D принтер, который понимает практически все форматы объектов 3D печати, очень быстро печатает, очень качественно. У него вот такие вот прикольные бобины с пластиком, да, с этой самой леской, как я ее называю, и очень много возможностей, включая камеру искусственного интеллекта, лидар искусственного интеллекта для мониторинга процесса печати. И все это вот на канале Технозон. Поехали! Слушайте, ну, с технологией 3D принтинга у меня очень давняя история. Я раньше печатал, но отказался от этой технологии, потому что меня всегда раздражала скорость печати. Мне не нравилось. Долго печатать, долго мучиться, чего-то получится. Если зафакапил, то вообще еще дольше печатать. И наконец-то вот этот вот K1, их существует две версии, K1 и K1 Max от Creality. И он печатает до 600 мм в секунду. А если буснуть в ускорении, то 20 тысяч мм в секунду. И это очень-очень неплохие показатели, я бы сказал. И печатать можно все, что угодно. Мы печатали, сейчас мы посмотрим, какие модели существуют. Мы посмотрим для печати, мы посмотрим, что мы можем загружать, и, конечно же, что-то напечатаем. Мы уже тут печатали много всего, сейчас вам в проходках Алексей показывает различные штуки, и эти штуки даже, вот смотрите, он даже печатает модели, которые движутся, то есть это была напечатана в один заход, оно не соединялось потом, то есть вот этот вот код, это прям вот Creality модель основная для демонстрации его возможностей. При этом вот такой вот котик печатался ни много ни мало, всего лишь час с мелочью. При этом у вас есть два режима печати: высокой четкости и нормальной. Само собой, высокая будет медленнее, нормальная будет быстрее, при этом еще есть возможность поставить ускорение. Но все не об этом. Давайте посмотрим, как устроен сам принтер. Но мы не об этом. Давайте посмотрим, как устроен сам 3D принтер. И, конечно же, подписавшись на наш канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите наши самые интересные и полезные обзоры. И, конечно же, ссылки на этот 3D принтер лежат в описании под видео. Так, сам 3D принтер. Ну, буду некоторые проходки показывать. У нас есть вот такой вот шикарнейший экранчик. Он у нас вот такой вот сенсорный. Очень даже прикольно. Здесь есть модели, которые я уже печатал, история. Есть мониторинг температуры. У нас греется само сопло. Мы дальше технические характеристики с вами проговорим. У нас греется само сопло. Вернее, у нас есть разная система охлаждения. Раз, два, три. У нас есть подогрев площадки, которая у нас укомплектована еще вот такой вот магнитной площадкой, с которой все снимается. Она флексовая, то есть она гибкая. И здесь у нас есть алюминиевая площадка стандартная, то есть флексовая площадка позволяет нам печатать и потом просто-напросто вообще без труда его снимать. Двойное охлаждение позволяет именно ускорить печать. Верхняя крышка снимается вот таким вот образом. А ну возьмите, крышка нам сейчас не нужна. И у нас есть вот такая вот штукенция. Это система подачи пластика, система подачи лески и, конечно же, система позиционирования. Чтобы вы понимали, он оснащен автоматической системой калибровки, то есть он калибруется по вот этим вот углам, автоматически калибруется по высоте для слайсинга. Здесь у нас есть таблица охлаждения и возможного охлаждения и возможного, знаете чего, возможной миллиметра подачи, то есть вы можете сами выставлять, даже здесь вот, смотрите, вы можете сами выставлять режимы охлаждения, если мы пойдем в настройки. Во-первых, у нас есть выдать, втянуть, это значит, можем выдавить, втянуть саму по себе леску. И есть система охлаждения, где мы можем задать любой вентилятор на скорость охлаждения. Вот у нас боковушечка заработала. Мы можем это делать мануально, можем задний включить, смотрите, включился, и можем включить вентилятор сопла. Вот такое вот тройное охлаждение, но при этом для каждой модели оно все равно настроено автоматически. Также у нас есть вот такая вот штука, которая позволяет нам позиционировать его. То есть мы можем поднимать, вот, мы сейчас вернули его в исходное положение. Мы можем поднимать, управлять этой штукой как хотим. То есть самой площадкой, самим соплом, и все нормально у нас работает. А вот мы можем двигать самим соплом в мануальном режиме.
То есть нажимаю на кнопки по 10 миллиметров. И вот мы тоже нажали на кнопку «Возврат в исходное положение самой площадки». Сама площадка у нас теперь тоже возвращается в исходное положение. Вы можете мануально это настраивать. Вообще, перед тем, как его использовать, вам нужно будет открутить 3 винта страховочных. Один винт здесь, ну вы сейчас видите процесс откручивания. Один винт здесь и один винт в этой части. Обязательно, когда используете, вы должны использовать вот эту вот стеклянную дверь, закрывать. То есть он сейчас, видите, у нас центрируется, в исходное положение возвращается. Конструкция, казалось бы, предельно проста, но при этом предельно интересна в том плане, что все настолько прикольно выверено и выстроено, что просто работает идеально. Я дальше покажу вам сам по себе процесс печати. Сзади у нас есть бобины. Это бобина покупная. Базовая бобина была вот такая вот белого цвета. Это покупная, она на картонной основе, но она большего объема. Для 3D принтера это конкретно от Creality. К нему подходят разные типы лески. Вот это датчик окончания лески. То есть вы можете не бояться, что у вас закончится леска и он будет дальше фигачить впустую. Нет, он остановится. Замена очень проста. Вы просто-напросто, допустим, выдергиваете здесь, вытягиваете, ну, обрезаете под углом 45 здесь, вытягиваете сверху леску и все, и замена протягиваете другую. Вообще все процессы замены и обслуживания у нас есть в видео, которые есть на флешке. Вы спросите, что за флешка? Комплект. Комплект этой штуки очень прикольный. У нас есть вот такие вот кусачки, есть ключ, 4 шестигранника, отверточка, есть шомпол. Есть флешка с программным обеспечением, с базовыми тестовыми моделями и, конечно же, с видеоинструкциями. Все видеоинструкции по обслуживанию, настройке, наладке. Вот это у нас лезвие. Лезвие служит для того, чтобы снимать модели с принтера. Это винты, которые я снял с сопла. И знаете, что еще? Вообще, изначально у меня для американского рынка была штука, имеется в виду зарядник. Мне, когда я заказывал в Европе, мне прислали еще и вот такой вот коннектор для европейского рынка. Очень удобно, очень спасибо им огромное. Что я печатал? Печатал кораблики, печатал шестерни. Чтобы вы понимали, я специально остановил на половине печати, для того, чтобы вы видели, он может печатать с вот такими вот усилителями внутри. Это незаконченная шестерня. Можно печатать инструменты, детали. У нас рядом стоматологи, мы для них печатали вот такие вот подставки для протезирования, для протезистов. Они сюда ставят вот такие подставки, ставят зубы, которые они делают из металлокерамики. Это мы просто развлекались. Сборная надпись «Технозон». Она разбирается по буквам. Ну, короче, как-то так, знаете, развлекались. Кроликов, котиков, конечно же, фирменную игрушку Creality. Котик у нас составной. И вот эти вот тестовые штуки. Эти тестовые штуки печатаются очень быстро. Это специальный тест под 600 миллиметров в секунду. Вообще можно печатать различными способами. Пока мы с вами посмотрим на сайте технические характеристики, я вам покажу, например, вот тест на 7 минут. По сути, ну, калибровку не буду делать, я первичную калибровку уже сделал. Делается она, видите, с установками. Пластина 60, вот это вот 60 градусов нагрев, сопло 240, 7 минут, 2,9 метров лески используется. И нужна калибровка или нет. Нажмем печать, закроем его. И вы посмотрите в ускоренном, как оно печатается. А я сейчас перейду уже к сайту. Смотрите, я сейчас на сайте уже этого самого действия, на сайте, где продается принтер. Сайт существует для Европы, для США, для United Kingdom, для Австралии, Канады и Японии. Я из Европы заказывал в Украину через NP Shopping, говорю сразу, то есть это не есть проблема, через NP Shopping он мне пришел вообще без проблем. Он пока там печатает очень-очень быстро. Вы в окошке видите ускоренную печать этого всего действия. Стоил он для меня 539 евро. А давайте я посмотрю с переводом. Вот. Для меня он стоил 539 евро, я купил его со скидкой. Максимальная скорость у нас 600 мм в секунду, на ускорении 20 тысяч, расход 32 мм кубических в секунду в режиме полной мощности. Максимальный расход 32 миллиметра кубических hot-end. Автоматическое выравнивание без помощи рук, самодиагностика в одно касание, решение проблем звонка с помощью G-сенсора, перевод, конечно, целая литая рама. Да, кстати, вот насчет рамы у
нас рама металл, полностью целый литой. Вспомогательный вентилятор. Что можно купить сюда? Можно купить К1, можно купить комбо К1, а в комбо входит у нас камера К1 с искусственным интеллектом, комплект форсунок и еще и дополнительная рабочая поверхность. Ну, давайте комбо я сейчас покажу. В комбо у нас входит две вот таких вот еще катушки. Это прикольно. Дополнительно можно купить АИ-камеру. АИ-камера очень крутая вещь. Сейчас расскажу, что она делает. Во-первых, это у нас HD качество, это камера с искусственным интеллектом, внимательно следит за происходящим, но пока в разработке. И что оно делает? Интервальную съемку и обнаружение проблем. Очень классная тема, то есть когда он печатает, если вдруг что-то происходит, он будет оповещать. При этом он снимает, вот, да, допустим, для ТикТока, я знаю, ребята брали и снимали момент печати именно для ТикТока, как печатает 3D принтер. Классные такие видосы, и, честно говоря, прям удивлен был. Они ТикТок на этот счет подняли. Есть даже плагины с открытым исходным кодом. Что касаемо самого К1, то здесь, кроме того, что я говорил, но они здесь модели различные показывают. Допустим, за 35 часов можно собрать гориллу высотой 32 сантиметра из составных частей. Очень классная тема. При этом можно цветную печать делать. Для этого сейчас покажу. И стартовые настройки. Все очень просто делается. Ну давайте, Леш, включай через проходочки. Будут ребята смотреть, как я это делал. Делается все очень просто. Настройка, калибровка, без каких-либо проблем. После печати, ну мы сейчас с вами после печати, я вам покажу, как это все дело снимается, очень просто. И тут вот у нас возникает вопрос, а как же печатать? Сейчас происходит процесс печати. Я могу включить свой Creality. Creality Print у нас на компьютере есть. Да, я еще покупал вот такой вот комплект в коробочках дополнительно для печати. А дай мне, пожалуйста, ножичек какой-нибудь, потому что я все открыл, спасибо. Я вам объясню, я покупал еще доп. Комплект белую бобину белого цвета, вот такую вот огромную, и бобину черного. Кроме того, я просто печатаю тут хвостовики, очень классная тема. Смотрите, это у нас на текущий момент, вот у нас есть девайс, который просто-напросто по IP-шнику вбивается, и вы можете с ним работать. Вы можете посмотреть детали того, как он работает, управлять им полностью. У нас здесь показан процесс печати, температура, текущий прогресс. Это еще не все. Этот принтер работает через Creality Cloud. Это облачный принтер по сути. Смотрите, вот сейчас вот у нас устройство Creality. Мы можем зайти и увидеть то же самое, все слайсы, лейеров 199 и то же самое управление здесь. При этом у нас есть еще и Creality Cloud на нашем смартфоне, ребят, на смартфоне. И здесь у нас тоже самый Creality Cloud, который построен на вот этой вот платформе облачной, где я тоже могу посмотреть, вот сейчас Workbench, устройство Creality, управлять им прямо со своего смартфона. Очень классная тема. Осталось печати 4 минуты 22 секунды. И при этом это еще и нормальная скорость печати. Это не самая быстрая. Я не выбирал быструю скорость печати. Он может печатать еще быстрее. Дальше. Мы здесь можем выбирать модели, но модели лучше смотреть на компьютере. По моделям, что же мы можем печатать? Вообще печатать можно все, что угодно. Я, например, сейчас дочери напечатаю сегодня подставку вот такую вот под планшет. Печатать можно от игрушек, шахмат, различных фигурок до сложных деталей для автомобилей, для инженерии, для протезистов, для каких-то заводов. Печатать можно. Знаете, что у нас еще стоматологи заказывали? Мы смотрели, а я вам сейчас покажу, где у нас Creality Print. Я вам сейчас покажу. Вот у нас Prepare. Печатали на заказ. У нас люди платили деньги для того, чтобы напечатать. Сейчас я покажу. Это шестерня. Ага, вот. Челюсть. Конкретно челюсть. Есть специальные 3D сканеры,
которые сканируют, ну, делают 3D объемную съемку челюсти человека, например, без каких-либо зубов. Здесь она конкретно без зубов, это челюсть. И распечатываются в полную, четко в полный размер, точную копию. И сами протезисты уже могут делать на челюсти самого человека эти штуки. Это просто невероятная вещь. Это просто невероятно. Я вам серьезно говорю. То есть в данный момент это прям вот незаменимая штука для каких-то дел. Теперь, что же еще можно печатать? Если мы пойдем в Creality Cloud, вот, у нас здесь есть и цепи, и рули, какие-то гайки. Это конкретно для машинерии, это конкретно какие-то инструменты, мелкие детали, мелкомоторные, которые трудно было бы, допустим, изготавливать, отливать, различные формы инструментов. То есть здесь есть целые подборки, допустим, биология и медицина. Мы заходим, и здесь опять же, видите, какие-то шприцы, какие-то сплинты на пальцы, модели рук. Есть у нас различные, сейчас я вам покажу, я здесь смотрел, ага, вот, модели сердца, фрагменты черепа, то есть различные, кстати, хирурги используют, допустим, такие модели для моделирования операций, для обучения, то есть спектр использования таких штук просто безграничен. Ну, тут стоматологические какие-то штучки для развлечения. Я не говорю про развлечения вы можете печатать все, что хотите. Хотите свою голову, оцифруйте 3D и сделайте в полный объект, или там своей, там, человека, которого ненавидите, а потом пойдите его разукрасьте и расстреляйте нафиг. Это уже лично ваше дело будет. То есть здесь на самом деле можно огромное количество всего делать. Вот, кстати, модель сердца, дизайн улыбки, моделирование челюстей. Это то, что касаемо медицины, там очень огромное количество чего можно делать. Теперь архитектура и ландшафты. Здесь вы можете различные здания, различные приколы печатать, игрушки для своего ребенка. Да, слушайте, все что угодно можете делать. Даже печатать какие-то модели еды, не знаю. Или формочки для выпекания, или для чего-то, что все, что ли, да? Ну, пошли смотреть, что у нас получится. То есть у нас это все дело допечаталось, это тестовый фрагмент. Вы уже видели, сейчас идет охлаждение активное. Ну, а она уже холодная, ее можно снимать. Ну, вообще-то идеально, если бы она остыла. Для того, чтобы ее снять, достаточно снять вот эту штуку. И у нас есть два способа. А ну, Лен, иди сюда, помоги мне, подержи камеру вот таким вот образом. Вот, держи. Мы можем снять вот таким вот способом. Она сейчас горячеватая. Мы просто нагнули и все. Смотрите. Согнули. Все. Вы доработали потом это все дело надфилем. Надфилем доработали, а вообще оно слазит и так. То есть вы представляете, это гибкие флексовые вещи печатаются со скоростью 600 мм в секунду. Посмотрите на качество вот этого исполнения. Это литой пластик. По сути, я делал в белом цвете, я делал в черном цвете. И мало того, вот эта вот лопатка служит. Здесь у нас есть место очистки сопла. Ставим. Просто берем лопатку. Во, все. Все очищено. Сняла? Вот, все у нас чистенько. Красиво и чисто. И здесь и калибровочный. И у нас абсолютно чистая площадка. Можете печатать дальше. Ставим и можем печатать дальше. Устанавливается по двум винтам, и она намертво прилипает к площадке. И все. И у вас готово все. Вы можете также печатать с USB-диска. У вас здесь есть вот USB-разъемчик. Вы сохранили на USB-диск, вставили. Смотрите, вставили флешечку. Печать завершена. Он прочитал с накопителя. Вот на USB-накопителе у нас 3 модельки. Выбрали какую хотите, это базовые были. Ну давайте вот пустим кораблик на печать. Без калибровки или с калибровкой каждый раз будет калибровать. Кораблик мы увидели. То же самое можно делать с любыми моделями, которые мы уже делали. Вот у нас история есть. Давайте кролика. Печать. И, соответственно, мы с вами имеем и кролика, и кораблики, и все что угодно за очень-очень быстрое, достаточно приемлемое время.
То есть для меня это вот принтер, который вот принтер выбора за 549 баксов, в евро вернее, представляете? То есть действительно неплохая цена. Печать через Creality, вот этот вот принт, здесь вообще все очень просто. То есть я вам уже показывал, вам главное заслайсить это все дело. Давайте при подготовке. Вы просто-напросто, ну давайте выберем там, откроем файл. Это знаете, что у меня сейчас есть? Это у нас стенд для PlayStation 5. Вот этот мы удалим. Это стенд для PlayStation 5. При этом он многоуровневый. Мы можем открыть. Мы можем, кстати, знаете, что делать? Мы можем печатать одновременно все штуки, которые есть. Сейчас я вам покажу. То есть абсолютно одновременно мы их можем, конечно же, перемещать и можем напечатать их все сразу, а потом взять, просто-напросто снять и собрать то, что нам нужно. При этом дальше нам просто нужно нажать слайс, мы слайсим это дело. У нас здесь появляются слайсы, мы выбираем скорость печати. Чем быстрее печать, допустим, ну здесь, тем быстрее оно покажет именно слайсы. Здесь оно показывает, сколько времени будет печататься каждая из, ну то, что у нас подкрашено по цветам, каждый из цветов, и мы это все распечатаем за час 45. Идеально, идеально просто. Нажимаем LAN Printing, или можем загрузить в облако, или на флешку записать. И здесь уже мы с вами Confirm нажимаем, выбираем устройство, а вот этот вот Creality Print, он может управлять многими принтерами, сразу печатать на многих принтерах одинаковые детали сразу, это конкретно для какого-то 3D производства. Мы нажали One Click Printing или отправили какой-то G-код, и все. И у нас все с вами работает. Короче, ребят, я считаю, что данный принтер не то, что заслуживает внимания, это просто один из самых крутых принтеров за эти деньги. Я не говорю, что есть принтеры там круче, ну так давайте сравнивать тогда и цену. Давайте сравним цену. Но это отакенская штука. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.